Приветствую вас! С вами Алла Касаткина, проект «Ладная я». Сегодня у нас необычная тема для разговора. Сегодня у нас героем главным нашего видео будет мужчина-жадина. Что делать, если вам достался жадный мужчина? Есть ли шансы раскрутить его и приучить подарить вам подарки? Есть ли у вас шансы раскрутить этого мужчину вообще на деньги? Понятно ли, как вести себя с этим мужчиной для того, чтобы он дарил подарки, и стоит ли на него тратить деньги? Женщины чаще всего сталкиваются с мужчинами-жмотами тогда, когда они склонны экономить на себе. То есть, если вам достаются систематически один за другим мужчины-жмотины, думайте, пожалуйста, о том, не жмотничаете ли вы в отношении самих себя, не экономите ли вы на себе. Потому что мужчину-жадину легче всего узнать по тому, как он тратит деньги, что он делает. Он готов отказывать себе, экономить на себе ради того, чтобы у него было большее количество денег. Вы его узнаете по не очень современной одежде. Может быть, он может ходить вам в одном костюме или в одних джинсах пару-тройку лет, не снимая, не вылезая из них серьезно. Это для вас уже повод для задуматься. Как еще вы узнаете? Мужчина-жадина, он, несмотря на то, что он экономит на себе, но он очень хочет, чтобы его уважали, ценили и чтобы признавали его авторитет. Поэтому это мужчина, который часто говорит «я», «да вот я», «а у меня», «а мне». Он любит хвастаться. Очень любит хвастаться, причем хвастаться тем, что невозможно проконтролировать. Либо тем, что невозможно пощупать руками или купить на деньги. Если у мужчины столкнется с ситуацией, когда ему нужно будет защищать свои интересы, вернее, когда нужно будет выбирать между его интересами и чьими-то интересами, этот мужчина-жадина, он никогда в жизни не будет помнить о чужих интересах, он будет автоматом тянуть одеяло на себя. Сначала мне, любимому, а потом еще кому-то, может быть, если останется и если мне уже никуда не будет влезать. Вот по такому принципу. Мужчины-жадины любят коллекционировать красивых женщин. Мужчины-жадины любят хвастаться своими успехами. Причем красивые женщины для мужчины-жадины это своего рода такой вот способ показать, что он успешен. Рядом со мной такие барышни. Но красивых женщин мужчина-жадина предпочитает кормить обещаниями, а не подарками. И поэтому он говорит: я тебе подарю, ты со мной побудь, мы с тобой скоро купим, будешь себя хорошо вести, мы тебе возьмем. Вот это все, чем почует мужчина-жадина своих женщин. Потому что он знает, что женщины верят обещаниям и на это ведутся. Но, как правило, держать свои обещания мужчина-жадина не любит. Поэтому, если вы сомневаетесь, жадина перед вами или не жадина, обратите внимание, как он ведет себя по отношению к самому себе. Во что он одет, как он делает себе заказы. То есть, если он склонен автоматом экономить на себе, это уже говорит вам о том, что мужчина жадина. А еще напроситесь к нему в дом. Если у него в доме все 150-летней давности, и он говорит, что его это устраивает или ему дороги воспоминания о его родителях, перед вами типичный жадина. Но даже такого жадину можно раскрутить на деньги. Можно сделать так, чтобы жадина дарил вам подарки и делал это с удовольствием. Почему? В чем ошибка многих женщин? Поскольку жадному мужчине очень важно получать признание, он же думает, что все женщины за ним охотятся только исключительно ради его денег. И поэтому он бережет свои деньги больше, чем все на свете. И если вы любым его самым идиотским, самым дурацким, самым жлобским подарком научитесь радоваться, вы приучите мужчину, что вы безопасны и благодарны. И тогда этот мужчина будет хотеть дарить вам больше подарков, потому что он будет понимать, что вы не просто от него хотите взять и ничего ему не дать, а он будет понимать, что он получает от вас благодарность, что вы цените то, что он для вас делает, то, что он делает это для семьи, причем рассказывать о его подарках, даже вот таких вот мизерных, нужно будет всем для того, чтобы вам приучить его дарить вам подарки. Хочу сразу сказать, времени это займет приличное количество. За 3 минуты или за 2 дня он у вас не научится делать подарки. Вам придется инвестировать в него хороший кусок времени, своего внимания, своих сил и энергии. Не факт, что ваша инвестиция увенчается успехом. Поэтому будьте готовы. И если вы понимаете, что вы не готовы длительное время и кучу своей энергии, кучу своих душевных сил потратить на этого мужчину, либо, давайте будем честными, у вас на душе есть четкая установка: я хочу подарков сегодня, сейчас и побольше,
это явно не тот мужчина, в которого вам стоит вкладываться. Потому что здесь отдача будет медленная и неизвестно какая, не всегда большая. Но изменить мужчину нужно. Поэтому выбирайте для себя. Если нужен быстрый результат, вам явно не по пути с этим мужчиной. Если вы любите упражняться в том, что вы кого-то делаете лучше, если вам нравится облагораживать мир, не вопрос, облагораживайте, инвестируйте и радуйтесь тем результатам, которые вы получите. Но помните, даже мужчина жадина может быть щедрым, может дарить подарки, если он понимает, что все, что он делает, для него ценят и принимают с любовью. С вами была Алла Касаткина. Если у вас возникли вопросы по поводу отношений с мужчинами, пишите в комментариях под этим видео. В следующих видео я обязательно на них отвечу. Всем пока-пока!